Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, какие энергии видят для вас карты Таро. И я хочу всех пригласить на свой сайт, прочитать статью «Гороскоп». Именно планетарный гороскоп, там для всех знаков зодиака, для вас тоже. Июль неоднозначный месяц для скорпионов, вот такая энергетика. Я так думаю, что вы найдете для себя какую-то, как и подсказку, или в зависимости от того, что вы наметили делать, осуществлять, как подсказка звездного расписания это будет для вас. Но можно сверить также и с той энергетикой, которую нам показывают карты Таро. И действительно какая-то ситуация или пазл у вас сложится. Мы же идем дальше. Давайте узнаем, что будет важно для вас на этой неделе. С 8 по 14. Как видят Таро. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие маги-волшебники? Что скрыто? Может быть, и вы что-то не замечаете или кто-то скрывает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь, как видят энергетику карты. Итак, что же важно? Ну, какой-то выбор. Восьмерка кубков – это когда мы выход даже ищем, и мы его находим. У кого-то буквально поездка, приезд человека к вам. Или вы к конкретному человеку поедете. Вы можете отправиться в организацию какую-то или на определенную местность, чтобы там решить какой-то вопрос. Больше понимания, больше ясности, возможно. Или увидеть своими глазами, разобраться, оценить обстановку и тогда какое-то решение принимать. Тут может быть и Соломонову какое-то решение, безусловно, а для кого-то проиграется уход. И да, где-то планетарно такое тоже возможно, когда вы делаете выбор, может быть, и в личной жизни, у кого-то так может быть. Возможно, этот выбор, он касается вашей работы или дальнейших заработков. Или, мои дорогие, из какой-то застоявшейся ситуации вам нужно, начать где-то с выбора, а потом устремиться вперед. Вот может быть и такая задача. Вы сейчас как раз и пытаетесь какой-то пазл сложить, потому что ведь когда у нас проигрывается восьмерка кубков, а когда что-то застарело, что-то как какой-то ржавый маховик, вот застряло и оно не движется. В любой сфере жизни, у каждого здесь по-своему. И вот эта неподвижность, она уже, где-то и нам до чертиков надоела. Или, может быть, какой-то шаблон, как сценарий, который до бесконечности повторяется, и вот уже нет сил, или кажется, я куда-то бегу не туда. И тоже хочется что-то изменить. Вот эта карта, как предвестник перемен, это, по сути, наша решимость, когда мы с чем-то определяемся. Неожиданности. Тут действительно. Я называю это у нас туз мечей, выход из лабиринта. Из лабиринта какой-то ситуации, или еще я ее называю из паутины мыслей, когда может быть много каких-то тысячи неопределенностей, но мы понимаем, что да нет, вот нужно выбрать правильное направление. Это может быть, кстати, как неожиданность, ваше собственное решение, и даже для вас где-то неожиданное, потому что, к примеру, как пространство вас к чему-то подталкивает. Это может выражаться, как пришла какая-то новость, или вы получили информацию, или как эврика меня осенила, я наконец понимаю, в чем я заблуждался. Или если вот опять же какая-то ситуация слишком долго тянется, это своего рода прозрение. Вот, наверное, у каждого тут по-разному, потому что вы, мои дорогие, все разные. И что немаловажно, каждый из вас находится в какой-то своей обстановке. Обстоятельства на вас, мои дорогие скорпионы, они действительно, где-то, может быть, и давят, но это к тому, чтобы вы какой-то ракурс взяли для себя на что-то более стоящее, хорошее, надежное, проверенное, качественно, иное.
потому что в дальнейшем от вашего выбора как раз и будут зависеть, как вы раскроете свои способности. Вот это для Скорпиона очень важно. Чему сейчас не время? Проявлять силу. Может быть, мои дорогие мужчины, это иногда карта все-таки женской силы, может для кого-то свидетельствовать о ваших желаниях быть с какой-то женщиной, которая очень притягательна, значима для вас. Она сама по себе сильна. Может быть, это та женщина, которая сделала себя сама. Здесь не идет речь о какой-то домашней кошечке тихой и уютной, нет. Скорее тут о сильном человеке, который умеет подниматься с колен. И, может быть, где-то вас такая женщина восхищает. Мои дорогие девочки, это может быть и ваша сила. Но тогда не время демонстрировать. В позиции «чему сейчас не время», если для мужчин мы говорим, ну, значит, может быть и, как знаете, запоздалое прозрение. Возможно, по каким-то отношениям, когда отношения закончились, и вот я теперь только понимаю, чего я не понимал прежде. Вот у кого-то так может быть. И, увы, карта может говорить, что есть и отношения, которые, да, и женщина для вас важна, а отношения не вернуть. У кого-то так проиграется для мужчин. Если это девочки, то тогда не время демонстрировать вашу силу. Вы ведь очень сильные, мои дорогие. Женщина Скорпион обладает великолепной интуицией. Она, по сути дела, маг, волшебник. Причем тот, который очень аккуратно, ненавязчиво любую историю или ситуацию может обернуть на пользу себе. И если вы за собой еще подобного не наблюдали, исследуйте себя саму. Это правда. Но это неделя, когда, ну, не время проявлять свою силу, не время брать за кого-то ответственность, кстати, или кому-то говорить четкое «да» или «нет». Тут, ну, наверное, где-то оттолкнуться от того, вот есть что-то лично для вас важное. Не столько, сколько, вот как вы, предположим, в чьей-то жизни проучаствуете, или выполните какую-то работу, или как вы кому-то поможете. Тут не забыть о себе. Тут вот именно сохранить собственную силу. Не время для своего эго. Может быть, и хочется где-то себя продемонстрировать. Все-таки по карте силы всегда лев присутствует. Это прообраз нашего эго. Может быть, и есть та ситуация, с которой вам нужно сделать выбор. Не согласиться с кем-то, но и не поругаться, понимаете? Сохранить собственные принципы и при этом не... Ну, какой-то конфликт не быть вовлеченным или вовлеченный, кстати, это для всех момент может быть. Одним словом, сохраняйте. Вот энергетика ведь по карте сила. Это, по сути дела, тут же та же энергетика мага, волшебника. Но это все где-то в более таких стертых формах, когда мы этого не проявляем. Что же вам будет помогать? А вот, наверное, поэтому нам говорят, ничего... Как бы не пытайся пока предопределить. Карта Луна. Тысячи неопределенностей. У тебя сейчас помогает только один вопрос. Твоя безопасность. Все. У кого-то это будет проигрываться. Буквально вопросы, которые вы решаете по части улучшить свое жилье. Сделать его более комфортным. Или, если вы находитесь в отпуске, какие-то обычные бытовые дела... решение вопросов, или когда вы можете расслабиться дома, что-то для себя самой, самого сделать хорошее, доброе, сохранить силы, или, опять же, место безопасности. Это как наша цитадель, это как своего рода та надежная башня, где мы можем укрыться от невзгод. Меня смотрят люди из разных стран, и правда, для кого-то конкретное место. Когда вам нужно куда-то попасть, вы уезжаете, все же 8 кубков, для того, чтобы оказаться в безопасном месте. И тогда вы делаете все совершенно правильно. Вот этот вот нейтралитет, где-то допустить, что я не вижу того, как дальше будут развиваться события. Вот это не просчитаешь. И есть такой момент всегда по карте Луна, и нам говорят, это помогает, когда мы терпеливо ждем. Ну, наверное, это в вашем случае, мои дорогие, как у удава можно говорить, когда наблюдаете, все подмечаете, все контролируете, но не торопитесь действовать. Вот такие энергии вам помогают на этой неделе.
Хорошо, давайте мы с вами посмотрим, что же скрыто. А вот правда, как и нам говорят, выглянет солнце, все встанет на свои места, и постепенно ситуация будет меняться и проясняться. И вот пятерка жезлов. Я называю эту карту информационного хаоса, потому что много новостей, информации, все разрозненное, или как какой-то ворох, клубок, или люди такие, когда на них не понадеешься, ответственности тоже не потребуешь. Они ведут себя как дети. Утром он сказал одно, к вечеру он уже или забыл, или думает по-другому. Поэтому даже если вы кому-то дадите обещание, потом вам придется выполнять. А тот, который с вами соглашение заключил, он может как-то от этого увильнуть. Вот это скрыто. Не просчитаешь ни людей, ни ситуацию. И информация тоже может быть фейковая, мои дорогие. Примите это во внимание. Ну, все в жизни дуально, двойка монет. И придется взаимодействовать или где-то с учетом того, что у вас выпадает в неожиданностях. Мы сказали, выход из лабиринта вы уже видите. Значит, из какой-то двойственной ситуации вы будете точно знать, чего я делать не хочу. Или как я не буду поступать. Вы определяетесь на этой неделе. Но может быть, и еще вот эта дуальность, она сохраняется. Не нужно делать резких заявлений. Нам уже об этом сказали. Но вы действительно, если ищете какой-то выход, как из лабиринта, вы его находите. Но энергии таковы, что мы вынуждены с кем-то договариваться, взаимодействовать. Здесь еще не время, как расставить все точки над «и». Или сыграть последний аккорд. Но тогда, благодаря вашей дипломатии, вы находите выход из сложной ситуации. Или просто какую-то сложную обстановку вы нейтрализуете, если это был, предположим, конфликт на работе. У кого-то это может еще проиграться как денежная ситуация, которая, где-то вас вынуждает пока идти по самой ситуации, вот как есть, что-то сохранять. Где-то вы можете чувствовать, что вот я сейчас могу себе навредить. И правда, какими-то быстрыми действиями. Поэтому и вашим, и нашим действительно сидеть на двух стульях по делам, по работе, по бизнесу, может быть, по тому, как вы намереваетесь оформить какие-то документы, рассмотреть альтернативные варианты. Вы ведь еще пока исследуете с учетом Луны непознанную Землю без карты. И прежде чем вы сделаете какой-то окончательный выбор, вам придется рассмотреть все варианты. Вы его сделаете, да, но какой-то, видимо, период у вас будет как неопределенность какая-то. Или когда нужно, может быть, в начале недели решить какой-то вопрос, но вы еще на начало недели не знаете, но уже, скорее всего, к окончанию недели вы будете видеть траекторию, в чем вы будете участвовать как минимум или в каком качестве. Деньги. Карта Иерофант. Так в целом, надо сказать, Иерофант нищий не бывает. И у вас одна карта напротив другой, карта силы Иерофант. У кого-то отношения по судьбе. Пусть это деньги, но, может быть, даже в какой-то прежней у вас истории. Или, мои дорогие, в вашей семье, если меня кто смотрит в паре, даже не обязательно семья, но вы проживаете вместе, есть какие-то вопросы, которые нужно решить. И, может быть, скорее всего, это будет действительно связано с какими-то чиновниками. Или, как мы говорим, по судьбе, составить какие-то документы. Может быть, это касается денежного вопроса. И даже в тех парах, когда уже де юре остались отношения, а фактически уже, в общем-то, ничего не связывает. Тогда, может быть, согласование, деньги, имущество, тоже такое может быть карта Иерофант. Или когда вы, мои дорогие, примете решение, пойду учиться. Учеба. Иерофант это сам по себе как учитель, но и к вам могут обращаться как к учителю, смотря чем вы занимаетесь. И я могу предположить, для тех, кто как раз преподавательской деятельностью занимается, какой-то может намечаться прорыв в вашей карьере. Запросто. И, соответственно, увеличение жалования. А кто-то из вас, наоборот, примет решение, я должен чему-то новому обучиться. Или как новый способ заработка. И все равно есть что-то, то, что мы должны сделать аккуратно. Искусство мелких шагов. Карта силы, когда
мы ведь ее не демонстрируем, такая позиция. И в то же время, может быть, именно для того, чтобы каких-то ошибок не совершить, а найти сначала информацию, как правильно действовать. Вот что-то, такие подобные энергии, они у вас проигрываются. Но, повторюсь, на деньги как бы есть, потому что иерофант. Или вы можете, по крайней мере, какую-то закрыть финансовую историю, ситуацию, как итог какой-то подвести. Вот это есть возможность в личной жизни. Ну, десятка мечей не всегда тут нам про радость, прямо скажем. Хотя это мы закрываем в прошлое дверь. С восьмеркой кубков у кого-то, правда, вы будете определяться по отношениям. Или, может быть, если вы уже с чем-то определились, если с прошлого еще тянется какая-то история, когда тоже нужно все расставить по местам. Это все то, что я говорила по иерофанту. Но еще пока 1000 неопределенностей. Да, вы определитесь, но вот как-то постепенно на этой неделе. И по десятке мечей нам говорят, вот то разочарование, оно у тебя закончилось. Ты не добавляй себе этих эмоций, не притягивай какую-то прошлую ситуацию со знаком минус, где-то вспоминая, думая о ней. Потому что будьте вообще внимательны к своим мыслям, хотя по Луне тут может накатить что-то, но тогда вот это как, ну, бездействие, когда мы обезоружены, когда мы не можем двигаться, когда нам столько боли кто-то доставил, что уже не может быть этой боли еще больше. И следом за этим наступает здоровое равнодушие. Вот вам как будто какую-то ситуацию, знаете, пройти, вот есть такая фраза, опуститься на дно, чтобы потом от него оттолкнуться. Что-то подобное, это не есть буквально дно, но вы можете испытывать эмоционально. И это будет как раз началом или выходом вот из этого лабиринта или из этой паутины, когда вы были во власти воспоминаний какой-то прежней ситуации, или она вам просто мешала, какой-то прежний опыт. А теперь нам предлагают закрыть в прошлое дверь. И значит, если какая-то была история для вас, мои дорогие скорпионы, со знаком минус, пройдет время, и будет совершенно другая история любви. Для тех, у кого сейчас в паре все хорошо, здесь это может говорить о каких-то внешних событиях и обстоятельствах, или отчасти это будет касаться ваших заработков, работы, и тоже вот как, да, есть фраза «залезать рано». Тогда вот этот дом, это луна, то, что проигрывается, когда возьми паузу. Вот позволь какое-то время обстоятельствам развиваться сами по себе. Просто наблюдай. Тебе нужно взять паузу для того, чтобы силу свою собственную набрать. Да, вы сильны сами, но это не настолько еще активно проигрывается, чтобы можно было себя растиражировать во внешнюю среду. Здесь нужно себя сохранять, мои дорогие скорпионы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.